Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Посмотрим, что произойдет в новой серии. Узнала ли Nissan, что Динчер – убийца Афры? Что сделает Фарук после получения прощального письма от Айтен? Попадет ли Кадир в еще большие неприятности, связавшись с ростовщиками? Захватит ли Эшреф Кадира и станет ли главой сирот? Почему Эркан похищает Nissan? Сможет ли Эшреф спасти Nissan из лап Эркана? Поймет ли Эшреф, что у Nissan в ожерелье есть отслеживающее устройство? Испортятся ли их отношения, когда выяснится, что Nissan обманула Эшрефа? Узнает ли Эшреф, что Nissan – тот информатор, которого он искал? Застрелит ли Эркана Эшреф или полиция? Все это и многое другое в этом видео. Если вы хотите, чтобы Эшреф простил Nissan, несмотря на его уверенность в том, что она информатор, и чтобы их любовь продолжалась без изменений, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к анализу. Приятного просмотра. В этом эпизоде станет яснее, насколько близко Nissan приближается к правде о смерти Афры, и роль Динчера в этом постепенно начнет формироваться в сознании Nissan. Nissan будет твердо уверена, что Динчер может быть убийцей Афры, основываясь на его поведении, давлении и особенно на том, что он сказал во время их последней конфронтации, но поскольку она еще не превратила эту информацию в конкретное доказательство, она не будет считать это подтвержденным фактом. Поэтому Nissan предпочтет наблюдать за Динчером, не выдвигая открытых обвинений и не вовлекая его в секретную операцию, проводимую совместно с прокурором Сельмой, что еще больше усугубит опасность для Nissan. Прощальное письмо Айтен к Фаруку станет поворотным моментом в душевном состоянии Фарука. Фарук впервые так остро почувствует последствия своих прошлых ошибок, неправильных союзов и темных связей, в которые был вовлечен и Эшреф. Страх Айтен и ее слова о Харуне подтолкнут Фарука к раскаянию и защитному инстинкту. После этого письма Фарук захочет отстранить Харуна и Айтен от этих дел, и для этого он решит строго следовать указаниям Эшрефа и начать процесс отзыва своей жалобы. Этот шаг увеличит шансы Фарука на выживание, но полностью изменит баланс сил после инцидента с мясником. Со стороны Кадира ситуация выйдет из-под контроля. После серьезного удара, нанесенного взрывом лаборатории, Кадир будет связываться с ростовщиками и темными организациями, чтобы сохранить свою прежнюю власть. Хотя эти новые партнерства могут, казалось бы, поддерживать Кадира на плаву в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе они приведут его к гораздо большему падению. Раскрытие связи старика с Кадиром заставит Эшрефа превратить свою войну из личной вендетты в систематическое уничтожение. Несмотря на то, насколько могущественным Кадир себя считает, он окажется в изоляции перед лицом планов Эшрефа. План Эшрефа по свержению Кадира достигнет точки невозврата. Для Эшрефа взятие на себя заботы о сиротах будет означать не только власть, но и обещание, данное Якупу Бабе. Когда Кадир исчезнет, Эшреф возьмет на себя управление этой структурой, создав не классическое руководство, а авторитет, который будет поддерживать баланс в городе. Это сделает Эшрефа еще более заметным и мишенью. Причина похищения Nissan Эрканом будет не просто попыткой заставить ее замолчать. Эркан поймет, что Nissan является истинным владельцем файла и информации, которыми он владеет, и захочет предотвратить попадание этой информации к прокурору Сельме и Эшрефу. Похитив Nissan, он сможет выиграть время и доказать свою лояльность начальству. В то же время он захочет выяснить, с кем работает Nissan, что окажет на нее психологическое давление. Эшреф поймет, что исчезновение Nissan – это необычная задержка. Благодаря системе слежения в ожерелье, внезапное изменение или фиксация местоположения Nissan привлечет внимание Эшрефа, и возможность причастности Эркана станет очевидной. В этот момент Эшреф одновременно активирует своих людей и, косвенно, полицейскую операцию по спасению Nissan от Эркана. Спасение будет незапланированным, но очень радикальным, и Эшреф ничего не оставит на волю случая. В ходе этого процесса Эшреф поймет, что Nissan узнала о слежении, скрытом в ожерелье. Частые случаи, когда Nissan снимала, забывала или оставляла ожерелье у кого-то другого, не ускользнут от внимания Эшрефа.
Однако Эшреф не станет сразу же говорить ей об этом, так как хочет понять, почему Nissan так поступила. Эта ситуация создаст серьезный раскол во внутреннем мире Эшрефа, и его доверие будет сильно подорвано. Когда правда о предательстве Nissan раскроется, их отношения подвергнутся серьезному испытанию. Однако этот разрыв будет ощущаться не как внезапное расставание, а как молчаливая дистанция. Хотя Эшреф объяснял, насколько он строг к предательству, эта грань размоется, когда в дело вмешается Nissan. Эшреф будет разрываться между прощением Nissan и непрощением, и эта дилемма подтолкнет его к принятию более жестких и опасных решений. Все станет яснее, когда Эшреф узнает, что информатор, которого ищет Nissan, на самом деле Эркан. Он поймет, что Nissan подвергла себя опасности ради этой информации, и это заставит Эшрефа направить свой гнев не на Nissan, а на всех, кто втянул ее в это дело. Теперь Эшреф будет бороться не только за себя, но и за защиту Nissan. Судьба Эркана станет поворотным моментом. Вероятность того, что Эркан будет ранен во время операции, будет очень высока, и то, кто нажал на курок, станет одним из ключевых моментов сериала. Полицейская операция будет в разгаре, но присутствие Эшрефа изменит расстановку сил. Ранение Эркана будет приписано либо моменту невнимательности Эшрефа, либо полицейской пуле, но в любом случае Эркан будет обезврежен, что еще больше повысит значимость информации, которой обладает Nissan. В конце концов, отношения между Эшрефом и Nissan станут более мрачными, опасными, но и более нерушимыми. Доверие будет пошатнуто, тайны будут тяготить, но их связь превратится в общую судьбу, и эта история встанет на путь, с которого нет возврата. На этом мы завершаем очередной анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в комментариях. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующем видео. Берегите себя. До свидания.